Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна, и сегодня вы увидите урок в средней школе. Ребята, как вы думаете, что означает выражение «красный день календаря»? Праздник. Молодцы! Праздники бывают разные: государственные и семейные, религиозные и городские. Например, 8 марта – праздник государственный. Мы празднуем его всей страной. Пасха – религиозный праздник, потому что он связан с церковным календарем. Но есть у нас праздник, который является и государственным, и семейным. Это праздник, который называют праздником со слезами на глазах. Это День Победы. Что вы знаете об этом празднике? Что означает дата 9 мая? Это праздник Победы. 9 мая 1945 года наши воины одержали победу в борьбе с фашистами. Правильно, наша страна пережила величайшую трагедию – войну. А что значит слово «война»? Как вы понимаете это слово? Ужас, смерть, страх, потери, голод, слезы, горе. Так и есть. Вот что сказал о войне великий русский писатель Лев Толстой. Война – величайшее из несчастий, которое мог выдумать человек. Мы с вами живем в прекрасной стране, в прекрасное время. Небо над нашей страной мирное. И это счастье, потому что хуже войны нет ничего на свете. И мы с вами живем хорошо, потому что в те далекие годы наши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки пожертвовали собой. Теперь наш долг помнить об этом, не забывать те страшные годы, когда миллионы жителей нашей страны продемонстрировали невероятную силу духа, мужество и отвагу, смелость и храбрость, когда миллионы людей шли на смерть, чтобы мы с вами жили хорошо. Наши воины сражались не на жизнь, а на смерть. Но фашисты были хорошо подготовлены к войне. У них было больше оружия, больше солдат. Несмотря на отчаянное сопротивление, наши войска отходили все дальше и дальше. Фашисты рассчитывали на быструю победу. Они стали наступать сразу в 3 направлениях: на Киев, на Москву и Ленинград, на города возле Черного моря. Как вы думаете, почему фашисты стремились сразу захватить Москву? Это главный город нашей страны, столица государства. Как сейчас называется город Ленинград? Санкт-Петербург. Почему фашисты хотели отрезать путь к Черному морю? Они хотели уничтожить флот. В 1943 году наступил перелом. И началось все с битвы под Сталинградом. Впервые советским войскам удалось одержать столь значимую победу.
Сталинградская битва – крупнейшая сухопутная битва в истории человечества. В этой битве погибло около 2 миллионов человек. Но это была наша победа. И с тех пор 2 февраля отмечается как День воинской славы России. Как называется город Сталинград сейчас? Волгоград. Да. Какие фильмы вы смотрели о войне? Они сражались за Родину. Судьба человека. Дорогой мой человек. Баллада о солдате. Брестская крепость. Мы из будущего. Летят журавли, альпийская баллада, а зори здесь тихие. Отлично! С этой поры начинается победное наступление наших войск по всем фронтам. Фашисты стали отступать к границам, а затем наши воины гнали завоевателей по городам Европы, освобождая их от фашистов. И вот наступила весна 1945 года. Наши солдаты гнали фашистов до самого Берлина. Над главным зданием фашистов, над Рейхстагом, взвилось наше знамя. 9 мая 1945 года была объявлена победа. Первый день мира люди встретили ликованием. Все высыпали на улицу. Незнакомые люди обнимали друг друга и поздравляли, плакали от счастья. А в полночь в Москве грянул салют. 30 залпов из 1000 орудий возвестили миру о том, что самая кровопролитная и самая жестокая в мире война закончилась. И закончилась она нашей победой. Есть огонь, который символизирует память. Посмотрите на фото могилы неизвестного солдата в Москве. Возле этой могилы всегда горит огонь. И каждый день выстраивается почетный караул. А пост называется пост номер 1. Он самый важный и самый почетный. Около 27 миллионов советских людей погибло в годы войны. Мы никогда не забудем тех, кто защищал нашу Родину в эти страшные дни. С тех пор прошло 74 года. Очень мало осталось тех людей, кто воевал, кто жил и работал в тылу. Это наши ветераны. Ребята, как празднуют День Победы в нашей стране? Устраивают парады, концерты. Все поздравляют ветеранов. Вы молодцы! Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Пока!